Ребят, привет! Сегодня я хочу рассказать о моих таких открытиях и умозаключениях. Чем больше я разбираюсь в этой теме, тем больше у меня напрашивается одно единственное такое главное мнение, что в принципе клиники, которые делают на пересадки волос или даже косметологические какие-то организации, в принципе, им достаточно пофиг на нас, на лысых. Не забываем о том, что для развития канала важен любой ваш лайк, подписка, колокольчик, чтобы получать новые уведомления, и ваша активность в комментариях. Напоминаю также, что для тех, кто хочет поддержать канал, а я вам напоминаю, что канал это достаточно, это можно сказать, что это работа. Каждый день я теперь с утра до вечера занимаюсь изучением проблем волос, исследованием клиник, консультациями бесплатными, изучением живых отзывов от вас. Спасибо еще раз за то, что вы делитесь этой информацией, потому что вся эта информация, приходит, скажем так, в мою накопительную базу информации, и затем я уже делюсь в каждом конкретном случае. Напоминаю также, что мои бесплатные консультации доступны до сих пор. Я вам рекомендую, и не спрашивайте меня, пожалуйста, где я делал свою пересадку. Мне уже достаточно устал отвечать на этот вопрос. О том, что у каждого человека своя индивидуальность, своя какая-то проблемная ситуация и абсолютно разные ситуации. Это и генетика, и зона аллопеции и так далее. И в зависимости уже от вашей конкретной ситуации я вам бесплатно даю план ваших действий, предлагаю, точнее, рекомендую, как бы я делал находясь на вашем месте, исходя из вашей конкретной ситуации. И уже исходя из этого рекомендую ту или иную клинику. То есть нет одинакового решения абсолютно для всех. То есть для каждого человека я рекомендую тот вариант или другой вариант. Это касается многих факторов. Даже в том числе касательно ценовой категории. Потому что тот, кто может заплатить больше, это один вариант. Это не значит, что на вас могут заработать больше. Ну, в принципе, да, клиники могут на вас заработать больше, но, скажем так, вам меньше думать придется о том и готовить себя к тому, что вы хотите. Если же вы выбираете вариант подешевле, тогда вы тоже должны понимать, что то есть вы должны подготовить себя наилучшим способом и понять, что вы сами хотите. Тогда можно смело идти в клиники, которые стоят дешевле. Но в принципе, посмотрев мой блог полностью, да, мне кажется, можно идти даже в недорогие клиники, но опять-таки в недорогие клиники, которые я как минимум могу вам порекомендовать, которые я уже изучил. Потому что тоже, как оказалось, клиник целая куча. Есть дешевые клиники, и средние, и даже дорогие клиники, которые, неважно какая у них цена, потому что они предлагают не очень хороший сервис и не самую лучшую пересадку. Поэтому, такое долгое получилось интро, но тем не менее оно реально все по факту, то есть это важно. Давайте перейдем к тому, о чем я хотел с вами поговорить, и то, что я вам хотел рассказать. Вот чем больше я изучаю клиники, чем больше я изучаю вопросы, отзывы, ваши живые отзывы, тем больше я натыкаюсь на одно и то же, на один и тот же вывод, как минимум для себя, который гласит о том, что клиникам на нас, на лысых людей, им в принципе, извините за выражение, нет, наплевать. Да, никто из них не был никогда лысым человеком. Они не знают, что такое быть лысым. Даже по комментариям я обратил внимание, что люди, даже лысые люди, очень отличаются друг от друга. И, конечно, если вы начали лысеть только в 35 или 40 лет, это абсолютно не то, если вы начали лысеть, когда вам 16 или 18 лет, когда вы еще молоды, вам хочется походить с шевелюрой, вам хочется и пользоваться своей юношеской красотой и быть не хуже, чем другие, как минимум не выделяться в худшую сторону.
И да, сейчас такое время, когда, в принципе, я уже об этом говорил, что к лысым относятся хотя бы получше, чем это было раньше, как это было у меня, потому что тогда это было, ну, как бы совсем. Если тебе там 18, 19 или 20 лет, и ты лысый, ну, это очень странно, особенно когда ты бреешься наголо, ну, тогда таких причесок почти не было, были только у военных, у рецидивистов, и у лишайных, вот и все. И вот представьте, какое было отношение. Сейчас хотя бы появилась какая-то масс-культура, какая-то поп-культура, которая несет каких-то звезд, и в принципе иногда это можно сказать, что это даже модно быть лысыми. Некоторые, у кого есть волосы, они бреются наголо, чтобы походить чтобы вызывать какие-то эмоции, там, мужественности, там, что-то в этом роде. Другой момент, да, хочется, не в этом дело, лысый ты или не лысый, если тебе даже идет лысина, то хочется иметь выбор, что в какой-то день ты будешь лысый, а через несколько месяцев у тебя отрастут волосы, и ты не будешь лысый. То есть выбор — это очень важно. Вот, то есть, что я хочу сказать, что даже среди лысых людей не все даже друг друга понимают, потому что не все пережили те эмоции, те испытания, которые пережили люди, особенно лысеющие с малых лет. То есть, я по себе скажу, это, ну, простите, это пиздец. Это совсем нелегкое испытание для людей. Да, я уверен, что это закаляет, то есть вы это проходите и, в принципе, понимаете, ну, я говорю на себе, что через какой-то промежуток времени, что все-таки главное в людях, не их волосы, не то, как они выглядят, а то, что у них внутри находится, так как они относятся друг к другу и так далее. Но для многих это все равно будет слова, потому что основная проблема, которая их сейчас волнует, это облысение. Поэтому тоже относитесь друг к другу с уважением, и нельзя писать так, что, ребята, зачем вы хотите сделать пересадку, или зачем вы пытаетесь решить эту проблему, если там вы мужики. Ну нет, ребят, 2021 век, человек хочет выбора, человеку нужен выбор. И еще раз говорю, начать лысеть там в 30-40 лет, это не то же самое, что значит начать в 20 лет. Поэтому уважительно относитесь друг к другу и радуйтесь, что у вас нет такой проблемы, какая есть проблема у ребят, которым 20 лет, 20-25, даже 30 лет. То есть только, я бы сказал, наверное, на своем опыте, только, наверное, после 30 уже можно более или менее к этому привыкнуть и относиться более или менее нормально. Но вы видите, я сделал свою пересадку, когда мне 30+, да. Ну, уже, наверное, это было больше для эксперимента, но, опять-таки, и хочется иметь то, чего раньше не было. То есть нагнать какие-то годы, ну, не то, что годы, но пропущенное, то, чего не хватало. И это важно. И вот, возвращаясь все-таки к клиникам, тут у меня вообще такой парадокс, можно сказать, и ставит в определенное замешательство, потому что, исследуя клиники, я не нашел еще ни одну клинику, где доктор или тот человек, который может повлиять на операцию, лысый или был лысым. Если вы знаете такие, напишите мне, пожалуйста, в личку. Внизу есть в первом скрепленном комментарии есть ссылка на наш телеграм-канал, там есть мои контакты, и есть на сайт. На сайте тоже есть мои контакты. Напишите мне, пожалуйста, знаете ли вы хоть какую-то клинику, где реально человек, переживший облысение и знающий проблемы лысый человек, помогает нам. То есть эта информация реально будет, я все это проверю и посмотрю, и, возможно, эту клинику буду вам рекомендовать. Потому что те профессионалы, которых мы слушаем, типа доктора, но я уже об этом говорил, нас с детства учат, что мы всегда ниже определенных профессий, и мы всегда смотрим на милиционеров вот так вот, на докторов вот так вот, как будто это святые люди, и они то, что нам в уши заливают, абсолютная правда. Ну, наверное, потому отчасти мы имеем некоторые странные проблемы, которые мы имеем до сих пор, да, мы верим без устали тем, кому не нужно верить, а всегда нужно все проверять или перепроверять. Так вот, и просто
Иногда тоже я заметил, даже ребятам я рекомендую что-то, они говорят, а нам доктор сказал, что лучше вот так. И я вот как лысый человек, вот, например, дам я вот простой пример, да, вот с моими вот этой вот штукой, которая меня бесит до сих пор, все-таки вот эти вот лунообразные, но я говорю, кому-то это подходит, мне это не подходит, то есть мне вот нужны вот такие, да, но даже я с моим опытом, я носил систему волос, я знаю, что вот такой мне рисунок подходит, и все равно вот подсознательно я доверился, и мне нарисовал доктор вот эту вот галиматью, которую теперь, к сожалению, не исправить, теперь нужно как-то к этому привыкать, или я не знаю, когда они отрастут, уже посмотрим, как там будет все складываться. То есть мы заведомо доверяем людям, которые никогда не обладали этой проблемой, они не были лысыми, они не знают проблем наших людей, точнее нашего брата, что называется, что такое быть лысым, что конкретно нас беспокоит. Люди, когда смотрят на вас, вот я вам говорил уже тоже, всем людям в принципе насрать то, что вы лысый. Ну извините за такое грубое выражение, но оно так и есть. И даже когда вы лысый, а потом вы сделаете себе пересадку, и у вас появятся волосы, я уверен, что многие ваши там друзья, коллеги, они будут на вас смотреть и говорить, что-то у тебя изменилось. То есть они даже не сразу поймут, что у вас изменилось. Да, что-то поменялось, но возможно даже поменялась как раз таки не прическа, а ваше отношение к самому себе. Вы стали увереннее, и поэтому люди смотрят на вас и думают, что-то у вас изменилось. И не понимают, что по сути волосы у вас появились. Потому что эта проблема у вас в голове. Да, я ее сейчас не предлагаю вам решать, и вообще, если у вас их не было и вам хочется, почему бы и нет? Теперь это стоит не такие огромные деньги, как это было раньше, там десятки тысяч долларов. Нет, сейчас можно сделать там от 1000 евро и там до 5000 евро. Ну, то есть я вообще уже даже не рассматриваю смысла там платить там 8-10 тысяч, но есть и такие места. То есть это можно сделать, почему бы это не сделать, да? Но само вот отношение к тому, что если доктор что-то сказал, нужно это делать. Но на вопрос, откуда он это знает? Вот, например, я сейчас провожу на себе эксперимент по поводу, мне сказали, что нельзя брить пересаженные волосы. Я их сейчас, вот эти вот места, которые мне нужны, если вы видели мой ТикТок, я там буквально такой для себя челлендж и начал. То есть я начал брить волосы в вот этих местах обычным методом, и я посмотрю. То есть они реально будут расти вот здесь меньше, чем вот здесь или вот здесь, или же это все просто докторская лабуда, чтобы, скажем так, показать вам, что вроде бы о вас кто-то заботится, но по факту ничего не доказано и реально неизвестно, работает это или не работает. Точно таким же методом я вам не могу рекомендовать, пока я сам не попробовал там 100%, например, мезотерапию или еще что-то. Я вам рассказываю, что такое есть. Я бы, в принципе, например, попробовал, да, если бы у меня была возможность еще восстановить. Но даже вот эти все процедуры, нет четких доказательств, это работает или не работает. Особенно потому, что рекомендуют это не лысые люди, которые никогда не лысели. Тот же миноксидил, да, тут прямо рьяные споры возникают. Я на самом деле вообще не хочу об этом спорить. Я в одном из видео я рассказал, что я считаю о миноксидиле. Я надеюсь, что оно уже вышло. Если не вышло, но чуть-чуть позже оно выйдет обязательно. Так вот, для меня есть определенная база, на которую я опираюсь. И мое мнение, оно может отличаться от любого из вас, что не нужно им пользоваться ни в коем случае. И вот даже исследуя, как вообще он появился, опять я прихожу к умозаключению, что никто не делал никаких исследований, годится это для лысых или нет. Но каждый врач, не лысый врач, рекомендует абсолютно каждому, часто, скажем так, рекомендует к использованию миноксидил. Некоторые клиники рекомендуют его использовать, хотя это просто раздражитель и иногда может реально повлиять даже на рост волос. Ну, это уж совсем глупые клиники, которые как бы мало у них опыта, да. То есть люди рекомендуют что-то, что они где-то просто слышали, и вот что-то типа, наверное, хуже не будет, давай ему порекомендуем. А мы же слушаем всех тех, кто нам рекомендует, у кого написано здесь доктор. И эти доктора, по сути, не уверены в том, что они нам рекомендуют.
Вот об этом я сегодня и хотел вам рассказать. Поэтому, когда вы слушаете какие-то рекомендации людей, особенно у кого есть бэдж доктора, но доктор реально не опирается на какие-то исследования и уж тем более на свой собственный опыт, думайте об этом дважды. Я не доктор, я человек, который 20 лет, более 20 лет знает уже, что такое быть лысым, который перепробовал на себе кучу всего, который знает, как он хочет, чтобы у него волосы росли. Ну да, вот это вот мой косяк, конечно, но опять-таки вот это вот верь доктору, да. То есть мы должны все перепроверять. И вот, кстати, касательно клиники в Турции, что называется, чтобы у вас не срабатывал вот этот вот ложный сигнал бэдж доктор, верь ему, у меня есть дополнительная услуга. Я где-то с октября или с ноября 2001 года планирую быть в Турции. Мне интересна эта тема, и я хочу углубиться в нее больше изучать. И я буду находиться в Турции, скажем так, в столице по пересадке волос. Я тоже не хочу сейчас говорить про другие страны, где делают пересадку. То есть для меня на данный момент, основываясь на моих исследованиях, Турция – это столица пересадки волос, потому именно туда я хочу поехать и исследовать. И вот для тех, кто все-таки не может взять, например, кого-то, какое-то критическое, точнее, человека с критическим видением, да, кто может, пока вы будете лежать на операционном столе, за вами смотреть и смотреть за тем, что вам делают, ну и вообще просто вас поддерживать даже, потому что я, например, когда лежал, я просил, чтобы мой ангел, чтобы мой консультант со мной разговаривал, потому что я себя чувствовал как ребенок, то есть, ну, мне было херово, честно говоря, я потерял сознание, то есть у меня была жуткая боль от этой анестезии, и мне нужен был человек, который просто со мной хотя бы поговорит на родной речи. Не говоря уже о том, что 8 часов лежать, ну, такое себе удовольствие. Вот. И я смогу быть этим человеком, который вас поддержит, который, во-первых, будет с вами, во-вторых, будет смотреть за вашей головой. То, что реально делают на вашей голове. Потому что мне сделали вот здесь, да, но вообще, на самом деле, сравнивая тоже с многими клиниками, я понимаю, что сделали все хорошо, ну, кроме вот этого, что я сам как бы допустил, да, и вот здесь у меня лысая головешка вот полностью, то есть надо было, может быть, частично мне как-то здесь это все распространить. Ну, то есть вот здесь у меня вообще полное голое место, и тут даже есть тоже какие-то такие, как полосочки, которые, ну, вот реально нужно что-то с ними делать. Вот, когда вы лежите, вы это сами не узнаете. Пока вы не снимете повязку, это там будет через день, наверное, да, или, может быть, вечером вы хотя бы там что-то с зеркалом сможете увидеть, хотя бы что-то здесь находится. Вот, поэтому критическое видение, оно необходимо, чтобы кто-то вам сказал, или когда вы будете лежать, тем более под этими всеми средствами, которые вас нашпигуют, там анестезия, там капельница, вам будет явно не до того. И нужен человек, который будет смотреть и говорить, блин, а вот здесь вот неравномерно там волосы, например, забраны, постарайтесь вот отсюда взять, или вот здесь, а вот здесь вот стыки не нужны, а вот здесь вот, например, переход нужен, да. Во время вживления тоже сказать, что вот как у меня здесь, да, у меня здесь, ну, сейчас не видно, я может быть, как-нибудь отдельно запишу, то есть у меня здесь реально просто полосочка, лысая полосочка, то есть откуда она взялась. И человек это скажет, доктор, смотрите, вот здесь вот нужно, вот эта полосочка осталась, с ней нужно что-то сделать, пока вы видите, что есть еще графты, потому что когда они закончились, все, операция закончилась, ничего не исправить. И чтобы исправить, нужно выждать еще 1 год, и только опять через год ехать что-то исправлять. Да, у клиники есть гарантия, которую они предоставляют, но эта гарантия, во-первых, если вам так, как вам сделали, и вам не понравится, как я заметил, тоже ребята говорят, то они уже не поедут, они уже не хотят в эти клиники ехать, где они сделали, чтобы им исправляли. Хотя они должны исправить им бесплатно. Вот. И если даже и хорошая клиника, и они что-то там не досмотрели, потому что они опять-таки не знают, что такое, чего мы, лысые, хотим, как оно должно быть, они делают свою техническую сторону. Вот, то нужно ждать год,
и потом ехать, и опять переживать все эти боли, все, вот, весь этот, ну, можно сказать, ад снова, чтобы, то есть опять с головой, с вот этой вот большой раной ходить, опять год ждать, опять, может быть, распухать, опять таблетки пить, ну, вы понимаете, о чем я. Вот, достаточно большое видео получилось, но я надеюсь, что оно полезно, и я выразил свое отношение к этой проблематике того, что нас окружают доктора, врачи с бэджем врача, которые никогда не были лысыми, и они никогда не будут понимать на 100% проблемы лысых людей, чтобы добиваться 100% результата. А как мне кажется, для 100% результата нужно вот 100% вот этот матч, чтобы все, что называется, звезды сошлись. Еще раз напоминаю о том, что если вы неравнодушны к тому, что я делаю, к моей работе, внизу в первом закрепленном комментарии есть ссылка на сайт, и я буду рад, если вы захотите поддержать канал любой суммой, абсолютно. Это может быть хоть там 5 рублей, как угодно. Любое ваше участие – это участие. И как минимум я буду видеть, что вам не безразлично то, что я делаю, и стараться, что называется, делать еще лучше и не останавливаться. Ну и удачи вам, и чтобы колосилось.